Итак, у нас сегодня два стеллажа. Один маленький с глухой полкой сверху и второй обычно на 3 секции с тельфером сверху. Мы пронумеровали стойки. Это стойка номер 1. Это стойка номер 2 в маленьком стеллаже. Полки тоже, а сверху вниз. Первая, вторая, третья и четвертая. Рамка с глухой полкой находится сверху. Простая рамка находится. Здесь у нас слева направо тоже стойки. Номер 1, номер 2, номер 3 и номер 4. В принципе, все стойки являются взаимозаменяемыми, но мы их пронумеровали для того, чтобы вы могли их собрать, этот стеллаж, точно так же, как собрали мы на контрольной сборке. Рамки тут тоже являются взаимозаменяемыми, но мы их пронумеровали так. Рамка номер 1, 2, 1 значит, что она находится между первой и второй стойкой сверху. Рамка 1, 2, 2 означает, что она находится между первой и второй стойкой снизу. Аналогично рамка 2, 3, 1 и рамка 2, 3, 2. Ну и третья секция у нас будет рамка 3, 4, 1 вверху и рамка 3, 4, 2 внизу. Итак, что такое выдвижение полки на одном ходу? Давайте посмотрим. Вот у нас наш стеллаж глубиной 600. И вот мы сейчас полка выдвигается на 300, ну чуть больше, чем 300. То есть у нас весь стеллаж с выдвинутой полкой получается 910. Порядок сборки следующий. Сначала выставляете стойки, потом прикручиваете таким вот образом болт М14, шайбу, гробер и гайку. После того, как будет собран каркас конструкции, вставляете полки по очереди. После того, как будут вставлены полки, в обязательном порядке закручиваете вот этот вот болт М8 до конца. Этот стеллаж собирается аналогично. Единственное, что тут в самом конце выставляются передние и задние направляющие тельфера и устанавливается сам тельфер. После того, как тельфер установлен, вот тут вверху таким образом закручиваются болты на М12. Они выполняют роль стопоров для тельфера, чтобы он у нас не улетел за стеллаж. Внизу стоек спереди и сзади есть отверстие для того, чтобы крепиться в пол. Ну и напоминаю, что в любом случае всю конструкцию необходимо выставить по уровню. И после того, как это будет сделано, сзади тросами накрест растянуть, вот здесь закрепить. И наискосок вот там внизу закрепить второй конец троса. И точно так же выставить вторую диагональ. На полке рекомендуется груз распределять равномерно, а также рекомендуется постелить резиновый коврик. У нас тут два стеллажа, тут сверху глухая полка, там тельфер, который двигается влево-вправо. Этот вариант идеален для цехов, где есть кранбалка, которая ездит, и эту полку можно задействовать, наверх что-то положить. А этот вариант идеален для цехов, где кранбалки нету. И получается, при помощи этого тельфера можно будет груз снимать с полки в выдвинутом состоянии и ставить его потом обратно. Что ж, посмотрим, как двигаются полки. Напоминаю, что полку надо выдвигать всегда плавно. Никаких резких движений, никаких дерганий до щелчка. Выдвинули полку, поставили груз. Задвинули тоже до щелчка. Вот тут вот фиксатор срабатывает автоматически.